Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тема сегодняшнего видео – почему мы выгораем от изобилия. Тема очень интересная, посвящена нашим возможностям, и мы постараемся в этом видео раскрыть возможности колеса жизненного баланса, которые оно нам дает для того, чтобы мы момент изобилия использовали с максимальной производительностью. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать кнопку «Поделиться» или просто пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым по электронной почте, по социальным мессенджерам. Тема сегодняшнего видео «Почему мы выгораем от изобилия» посвящено вопросам эмоционального выгорания и состоянию, к которому мы совершенно не готовы. Мы не готовы к тому, что иногда в нашей жизни наступают элементы возможностей. Возможностей этих очень много, и у нас не хватает планов для того, чтобы эти возможности реализовывать. Итак, вернемся к нашему эмоциональному выгоранию. По мере того, как мы по колесу жизненного баланса по каждой сфере поставили 1-2 цели, мы получаем около 30-50 целей на год. И если мы это равномерно распределим по всему году, у нас в каждом месяце будет 1-2 приоритетные цели по разным сферам. Такой порядок распределения целей дает нам возможность сосредоточиться в каждом месяце на 1-2 приоритетных целях, привлечь к решению этих целей своих единомышленников, экспертов, для того, чтобы мы не испытывали эмоционального и физического перегруза. Если возникает эмоциональное выгорание, мы знаем, что нам понадобится 1-2 недели для того, чтобы выйти из этого состояния эмоционального выгорания. Из состояния эмоционального выгорания мы выходим через сферу яркость жизни. В сфере яркость жизни мы корректируем два момента. Баланс между работать и отдыхать, баланс между работать и восполнять источники своей энергии. Один из источников нашей энергии являются наши эмоции, поэтому, когда мы стремимся к своим целям, нам нужно не забывать о том, что наше эмоциональное выгорание иногда подкрадывается незаметно. И чтобы этого не случилось, мы не должны забывать о своем отдыхе. У нас существует 2 выходных дня в неделю. Это дает возможность нам не находиться на пике своих эмоциональных возможностей. 2 дня – это вполне достаточно, чтобы мы перезагрузились. В течение первого полугодия обязательно не забывайте отдыхать. 14 дней полноценного отдыха – это не потеря времени, это возможность вернуться с новыми силами, с возможностью увидеть новые возможности решать наши проекты. Мы говорим о том, что есть такое понятие, как материнское выгорание, когда родители выгорают в своем желании воспитать детей в правильном, по их мнению, состоянии. С эмоциональным выгоранием как бороться, есть отдельные видео в наших плейлистах. Не забывайте о том, что диагностика колеса жизненного баланса позволяет нам в первую очередь увидеть признаки эмоционального выгорания, заранее к ним подготовиться или перенести часть планов на более поздние сроки, либо сконцентрироваться примерно на одной цели, то есть мы говорим о приоритете. Итак, состояние изобилия когда возникает? Состояние изобилия возникает у нас примерно 1 раз в год. Те, кто находится в состоянии 4-8, с этим иногда сталкивались. Наступает такая зеленая полоса, когда вы чувствуете, все идет вот согласно вашего плана, согласно вот как вы хотели, вашего намерения, согласно тому, как это может быть кратчайшим путем быть достигнуто. В состоянии 4-8, если у вас есть перечень планов, иногда вам не хватает грандиозности этих планов, поэтому, используя ежедневник или любые дневниковые техники, пожалуйста, пишите о своих планах, пишите о том, что вам хотелось, пускай это будет небольшой краткий список, или пускай у вас будет достаточно большой список. Пролистав дневник в течение 1 дня, вы поймете, вот, что в эпоху возможностей у вас есть готовый список, и вы можете это просто использовать. Самое простое для своего отдыха и самый лучший элемент, когда вы можете в сфере карьеры и бизнеса открыть свое личное дело. Итак, почему мы выгораем от изобилия? Потому что, первое, у нас нет планов, второй момент, у нас нет плана реализации этих возможностей. План реализации возможности вместе с единомышленниками тоже должен быть, но для этого нужно практиковать состояние 8-10. В состоянии 8-10 под грандиозные цели вы всегда пишите, кто из ваших друзей-единомышленников мог бы в этом поучаствовать, кому вы можете что доверить, от кого вы что ожидаете и как вы можете распределить эти проекты по мере их реализации. То есть от сложного проекта к простому, от простого к сложному всегда это нужно делать. Планы этому можете посвятить
через сферу личностный рост примерно 1 неделю. Таким образом у вас получится шикарный момент. Первое, вы в сфере личностный рост получаете необходимые теоретические знания. Второй момент, через призму практики построения своих целей вы понимаете, чего вам не хватает для реализации этих планов. Как правило, это ограничения по финансовым ресурсам и по ресурсам тех компаний, которые обладают той экспертизой, чтобы это сделать так, как вам нужно. Возможно, это будет какой-то творческий момент. К творческим моментам привлекайте экспертов, они вам рассказывают, чего можно достичь. Еще раз напоминаю, что миссия канала LongSwim – это найти единомышленников. Если вы найдете своих единомышленников, вот эти вот моменты тяжелые, непростые, вы можете проходить при поддержке ваших единомышленников. Если вы находитесь в состоянии 8-10, а мы всем желаем вот этого состояния 8-10, вы приходите к состоянию, когда вы воодушевляете единомышленников именно грандиозностью своих целей. Итак, момент изобилия и грандиозность, как они сопоставляются. Когда наступает момент изобилия, это время для реализации грандиозных проектов. Поэтому, когда вы находитесь в состоянии 4-8, в ваших планах нет грандиозных проектов, вы момент изобилия пропускаете. Бывают такие ситуации, когда возможности есть, а планов нету, тогда вы этот момент пропускаете. Или ваша задача в момент изобилия погрузиться в состояние 8-10, построить грандиозные планы, поднять что-то из мечтаний, которые у вас были в детстве. В момент изобилия позволит ваши эти мечты и действия полностью реализовать. Итак, как подготовиться к изобилию? Нужно иметь свой план взаимодействия по всем сферам. Поэтому вам, те, кто находится и практикует колесо жизненного баланса много лет, или те люди, которые в силу профессии используют колесо жизненного баланса, вам небольшое задание. Пожалуйста, продумайте план по 8 сферам для состояния изобилия, когда у вас нет никаких ограничений. Какой план взаимодействия вы ставите, то есть цель. Напротив каждой цели строите план взаимодействия. Какую помощь вы хотели получить, кому вы можете оказать свою помощь через реализацию этого проекта и как вы распоряжаетесь своим свободным временем. Для наставничества или те, кто использует тему наставничества, это очень важный практический шаг, когда вы оцениваете свои возможности, то есть что вы можете дать тому человеку, который выбрал вас в качестве наставника, насколько вы умеете мыслить грандиозно, насколько вы можете воодушевить человека. Это все вопросы мотивации, и вся мотивация прорабатывается, исходя из состояния изобилия. То есть в состоянии, когда вы человека вытягиваете из сложной ситуации, ваша задача и миссия выжить. Потом наступает состояние, когда нужно сохранить и приумножить, реализовать миссию, сохранить и приумножить. То есть не потерять все ваши достижения в профессиональной деятельности, в личной сфере, в сфере взаимодействия, все, что связано с репутацией. А состояние изобилия, когда у вас вот этого всего находится в избытке, вы востребованы как специалист, как эксперт, и такой план взаимодействия должен быть. Подводим итоги сегодняшнего видео. Почему мы выгораем от изобилия? Я называю 3 причины, почему мы выгораем от изобилия. Первое, у нас нет планов. Нет планов, мы неправильно рассчитываем свои ресурсы. Получается, у нас на какой-то квартал очень много планов. Мы эмоционально выгораем, потому что мы находимся в своем некомфортном для нас скорости взаимодействия, скорости реализации этого проекта. Второй фактор, самый главный, мы не используем возможности наших единомышленников, мы не используем возможности нашего окружения, соответственно, не рассматриваем такой вариант, что в реализации наших планов может наступить момент изобилия. То есть вот нас кто-то услышал сверху из окружающих и сказал, вот все для твоего плана есть, пожалуйста, реализовывай. Находите исторические примеры, когда люди реализовывают свои грандиозные планы, когда они предлагали свой собственный план. И третья причина, почему мы выгораем от изобилия. У нас нет практики наставничества, когда мы момент изобилия нашей экспертизы не можем реализовать в знания, которые мы готовы передавать. То есть наша экспертиза, изобилие нашей экспертизы, оно у нас пропадает, потому что мы для себя приняли такое решение оставить эти знания при себе. В каких-то случаях это надо. Пожалуйста, давайте развернем дискуссию под этим видео. Пишите, какая история успеха вас вдохновила, какой историей успеха вы хотите поделиться. Предлагайте новые темы, новые инструменты. Я еще раз напоминаю, что колесо жизненного баланса LongSwim построено по принципу
таблицы Менделеева. Мы любой инструментарий, новую методику раскладываем по полочкам относительно сфер, относительно тех случаев, которые есть в вашей жизни. Открыты к сотрудничеству, предлагайте свой инструментарий, называйте экспертов, которые могут поделиться какой-то своей уникальной методикой. Мы все это включаем в колесо жизненного баланса. Цель нашего канала – найти единомышленников, помочь вам найти единомышленников. Мы уступаем некоторые платформы, которые объединяют единомышленников в разных сферах. Те, кто автомобилисты, пожалуйста, напишите, в какой профессии вы работаете, нравится ли вам видео, какие темы вы хотите предложить. Тема сегодняшнего видео – наше изобилие, поэтому я призываю вас поделиться своей историей успеха, поделиться своим инструментарием, чтобы мы в копилку базы знаний об изобилии потихонечку начинали пополнять. Тему изобилия мы будем еще предлагать новые видео. Теме изобилия мы будем посвящать видео касательно каждой сферы. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.